Холодный октябрьский вечер окутал город серой пеленой. Артем сидел на подоконнике своей комнаты, рассеянно наблюдая за падающими листьями. Его мысли были далеко, там, где уже третью неделю в тишине существовала его мать, София. «Мам, ты будешь ужинать?» В который раз спросил он, заглядывая в ее комнату. София сидела в кресле, глядя в окно. Ее руки безвольно лежали на коленях, а взгляд был устремлен куда-то вдаль, словно она видела что-то, недоступное другим. Как и в предыдущие дни, ответа не последовало. Все началось после того странного визита. Артем помнил тот день в мельчайших подробностях. Обычный четверг, он вернулся из школы и услышал незнакомый мужской голос из гостиной. Высокий седой мужчина что-то говорил матери, а она стояла, прижав руку ко рту. Когда незнакомец ушел, София поднялась к себе и с тех пор не произнесла ни слова. Что случилось с мамой? Этот вопрос не давал Артему покоя. Он пытался расспрашивать соседей, звонил тете Вере, маминой подруге, но все или отмалчивались, или переводили разговор на другую тему. «Знаешь, сынок», — сказала как-то тетя Вера, нервно помешивая чай, «есть такие раны, которые лучше не бередить. Твоя мама, она сильная женщина, но у каждого есть свой предел». Артем не мог смириться с таким ответом. Каждый вечер, возвращаясь из школы, он находил мать все в том же состоянии. Неподвижная, молчаливая, погруженная в свои мысли. Она механически выполняла повседневные дела. Готовила еду, убиралась, но все это словно во сне, не произнося ни слова. Однажды, разбирая старые вещи на чердаке, Артем наткнулся на картонную коробку с надписью 1999. Внутри лежали пожелтевшие фотографии, письма и газетные вырезки. На одной из фотографий он увидел молодую маму. Она улыбалась, прижимаясь к высокому темноволосому мужчине. Это был не его отец. Софии и Арсению «День помолвки» 1999 гласила надпись на обороте. «Арсений», — прошептал Артем, перебирая другие фотографии. Этот человек появлялся на многих снимках. Вот они с мамой на пикнике, вот у моря, вот на какой-то вечеринке. Среди бумаг он нашел газетную вырезку «Трагедия на химическом заводе». 5 человек погибли при пожаре. Дата – октябрь 1999 года. На полях карандашом были написаны слова «Прости меня. Я не смог». Артем почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он продолжил читать статью. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. Среди погибших – старший инженер Арсений Николаевич Ковалев. В тот же вечер он решился поговорить с тетей Верой. Она долго молчала, когда он показал ей находки, а потом тяжело вздохнула. «Я думала, это все в прошлом», — произнесла она, разглядывая фотографии. София и Арсений любили друг друга так, как любят только в юности, безоглядно, всем сердцем. Они собирались пожениться той осенью. «Что случилось?» — тихо спросил Артем. Арсений хотел заработать на свадьбу. Взял дополнительные смены на заводе. В ту ночь он нарушил протокол безопасности, пытаясь успеть с заказом. София была там, она часто приносила ему ужин. Она видела, что он торопится, что устал, но не остановила его. Тетя Вера помолчала, собираясь с мыслями. Когда начался пожар, Арсений пытался спасти других работников. Он вывел 3, но когда вернулся за последними, здание обрушилось. Артем слушал, чувствуя, как каждое слово ложится тяжестью на сердце. А тот человек, который приходил недавно, это был Андрей, брат Арсения. Он много лет пытался найти Софию, чтобы попросить прощения за их семью. Видишь ли, после трагедии некоторые обвиняли Арсения в случившемся. Его семья не могла с этим смириться, они сказали много жестоких слов твоей маме. История начала складываться как мозаика. София встретила отца Артема через 2 года после трагедии.
Они поженились, родился Артем, жизнь, казалось, наладилась. Но потом умер отец, и София осталась одна с 10-летним сыном. Теперь, когда прошлое вернулось, она снова замолчала, как и тогда, после гибели Арсения. Артем начал действовать. Он записал маму к психологу, хотя первые несколько сеансов она просто сидела молча. Он разыскал старых друзей семьи, расспрашивал их о прошлом, пытаясь собрать все кусочки головоломки. Однажды вечером он нашел в старом комоде дневник матери. Дрожащими руками открыл его и начал читать. 20 октября 1999 года. Я все вижу снова и снова. Его усталые глаза, когда я принесла ему ужин. «София, я должен закончить сегодня. Это важный заказ». Я знала, что он не спал уже вторые сутки. Знала, что это опасно. Но промолчала. Просто поцеловала его и ушла. Если бы я настояла, если бы заставила его остановиться. Артем читал страницу за страницей, чувствуя, как слезы катятся по щекам. Боль матери, ее вина, ее любовь — все было здесь, на этих пожелтевших страницах. В тот вечер он вошел в ее комнату и сел рядом с креслом. «Мам», — тихо начал он, — «я знаю про Арсения. Знаю про пожар. И знаю, что ты винишь себя. Но ты не должна нести эту боль одна. Я здесь с тобой». София медленно повернула голову и впервые за долгие недели посмотрела сыну в глаза. «Прости меня, сын», — ее голос был хриплым от долгого молчания. «Прости, что заставила тебя волноваться». Они проговорили всю ночь. София рассказывала об Арсении, о их любви, о той страшной ночи, о годах молчания и боли. Артем слушал, держа ее за руку, и чувствовал, как с каждым словом она становится чуть более живой, чуть более настоящей. «Когда пришел Андрей, — говорила она, — все вернулось. Вся вина, весь страх. Но теперь я понимаю, молчание не исцеляет. Оно только делает боль глубже». Прошло несколько месяцев. София продолжала ходить к психологу, постепенно возвращаясь к жизни. Она начала работать в местной библиотеке, стала чаще улыбаться. В годовщину трагедии они с Артемом пришли на кладбище. София положила букет белых роз на могилу Арсения и прикрепила записку: «Мы помним, но больше не боимся». «Знаешь», — сказала она, глядя на сына, — «иногда нужно потерять голос, чтобы, наконец, научиться говорить о самом важном». Артем обнял мать, и они долго стояли так, пока осенний ветер кружил вокруг них опавшие листья. Это был конец одной истории и начало другой. Истории о том, как любовь и понимание могут исцелить даже самые глубокие раны.